Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о признаках проклятия рода. Достаточно важная информация, которую мы рекомендуем всем прослушать и сделать свои определенные выводы. Друзья, а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Знаете, каждый из нас приходит в этот мир, и мы, каждый из нас, человек, имеет место в своей родовой системе. И дело в том, что каждый из нас, когда приходит в этот мир, каждый человек получает отпечаток от своих потомков. И дело в том, что если родители или прабабушки, бабушки оставили какие-то незавершенные дела, не исполнили какие-то обещания, которые имеют очень важное, возможно, и судьбоносное значение, не возвращались долги, то, к сожалению, ответственность ложится на плечи потомков. И, как правило, внуки, правнуки и так далее несут этот крест. Конечно же, также в роду могли быть люди, которые серьезно нарушили законы мироздания. И человек начинает проходить какие-то свои испытания. Но все равно часть кармического груза ложится на плечи потомков. Хотим сразу забежать наперед, и кто-то скажет о том, ну вот посмотрите на наших депутатов, посмотрите на наших бизнесменов, которым никто ничего не стоит, им все деньги решают и так далее, и так далее. Дело в том, что вы не знаете настоящую картину. Они это имеют, они этим кичатся, но дело в том, что их не близкие люди, дети, внуки имеют большие проблемы. И, к сожалению, об этом вам никто не расскажет, но когда начинаем мы разбираться, то мы видим, что люди когда-то кому-то сделали больно очень сильно, или кто-то кого-то проклял и так далее. И это через некоторое поколение, при этом одно поколение может нормально жить, будет все хорошо, а со второго, с третьего, может быть, с четвертого поколения начинаются проблемы. Ну, давайте поговорим о признаках родовых проклятий. Первый признак родового проклятия, друзья, это проблемы с деторождением, с зачатием, а также невозможностью зачать или выносить ребенка. Поэтому подумайте, пожалуйста, и разберитесь, что же у вас происходит в семье. Также признаком проклятия рода является и признак вырождения рода. То есть, когда не рождаются мальчики, а рождаются только девочки. Далее, признаками еще может быть вражда между братьями и сестрами, какие-то постоянные конфликты между родственниками, при этом какая-то дележка непонятно чего и так далее, и так далее. Обращайте, пожалуйста, на это особое внимание. Далее. Это может быть слабое здоровье, это могут быть болезненные дети, особенно наследственные какие-то родовые болезни. Поэтому если у вас детки или внуки очень сильно болеют, начинайте разбираться, что у вас было в роду. Не только по роду матери, но и также по роду отца и так далее. Попытайтесь составить дерево родовое и понять, кто, что, как, кто чем занимался, какие были хобби и так далее. Это иногда сложно, потому что много информации уничтожено, к сожалению, в советское время. Но все-таки, если вы начнете анализировать, знаете, побудьте Шерлоком Холмсом и попытайтесь разобраться все-таки, почему у вас на данном этапе в жизни происходят какие события. Далее, какие еще признаки проклятия рода? Нет желания обучаться. Человек бросает учебу без явной причины. Далее, человек не может жениться, не может выйти замуж, отсутствуют отношения, даже нет внимания со стороны противоположного пола. Обращаем ваше внимание, что вот сейчас то поколение, когда молодежь не стремится иметь какие-либо нормальные, адекватные отношения. Здесь тоже нужно к этому присмотреться и понять. Также нет желания вступать в отношения, нет желания жениться, рожать детей.
Далее, какие еще могут быть признаки проклятия рода? Дети могут рождаться с психическими, с физическими какими-то отклонениями, врожденными какими-то дефектами, болезнями, которые, знаете, не подлежат логическому объяснению. При этом, если вы обратите внимание, дети ваши, да, они здоровые, у них нет никаких проблем, нет отклонений, все в порядке, но рождается внук или внучка, и происходят какие-то отклонения, разбирайтесь. Далее, что еще является признаками проклятия рода? Это финансовые проблемы, постоянные какие-то долги, какие-то постоянно потери, то есть человек вроде как и пытается заработать, но это все куда-то уходит. Далее, проблемы с работой. Это отсутствие работы, это проблемы с руководством, не выдают зарплату. Возможно, вы замечали в вашем окружении есть люди, которые, ну, вроде и нормальный человек, вроде адекватный, умный, читает много литературы, но устраивается на работу и происходит. То обворовали, то украли, то что-то испортили, то опять какие-то форс-мажоры, то на этом человеке прямо как бы останавливается выдача зарплаты и так далее, и так далее. Подумайте. Далее, какие еще признаки проклятия рода? Нет уважения к старшим в семье, конфликты отцов и детей вплоть до прекращения общения. Многие подумают, что ну что же это просто характер у ребенка, да, что не общаются с родителями и так далее. Нет, здесь нужно копать глубже и разбираться, почему это происходит. То есть все это не просто так, помните об этом. Далее, следующий признак – это алкогольная и наркотическая зависимость. Дело в том, что на данный момент в нашем современном мире, если вы обратите внимание, очень много и алкоголя, и всевозможных наркотиков, при этом разных видов, с разным действием и так далее, и так далее. Обратите внимание, один человек, даже если возле него это все будет лежать, он не дотронется. Он настолько энергетически силен, что это ему не надо. А другой, он прямо будет тянуться к этому, потому что он на энергетическом уровне, у него, знаете, нет защиты, нету поддержки своего рода, и это очень важно. Поэтому попытайтесь со своими детьми, внуками говорить на эти темы, что это нельзя, это плохо. Не ругать, а именно говорить, потому что помните, что мы с вами закладываем нашим детям именно в маленьком возрасте. То есть, когда ребенку уже 16, 18, 20 лет, с чем вы с ним не говорили, это будет все восприниматься в штыки. Поэтому, если у вас есть внуки, детки, пожалуйста, говорите, общайтесь на эти темы, показывайте примеры, чтобы дети видели, что это плохо, к чему это может привести. Потому что, знаете, если ребенок с этим не сталкивается, он не видит другую картинку, он думает, что иногда это норма, но вроде бы же его друзья, знакомые и так далее, у них вроде бы это, знаете, как им разрешено и все хорошо. Пожалуйста, приучайте своих детей и внукам к тому, чтобы они знали, что такое хорошо, что такое плохо. Далее, друзья, следующий признак проклятия рода – это большое количество абортов в роду и вследствие выкидышей, также замерзшие беременности и мертворожденные дети. Это очень большая проблема сегодня у поколения, которое находится в данный момент, да, это люди от 35 до 45 лет, но от 25-30-ка. Это то наше поколение, на котором мы сейчас все с вами возлагаем надежды. Но дело в том, что вот род, который родителей, да, прабабушки, прадедушки многое не знали, возможно, была жизнь тяжелая, да, у каждого свои какие-то моменты, нюансы, но вы должны понимать, что если у вас происходят в семье дома какие-то не очень хорошие ситуации, вы должны обращаться к своему роду. Если вы поймете, осознаете, что вам нужно пройти этот урок, вы пройдете его намного быстрее, и у вас все восстановится и будет в гармонии. Помните о том, что если у вас какой-то из признак проклятия рода, это не значит, что нужно ставить крест и ничего у детей не будет получаться. Нет, будет получаться, но это вы должны помочь в первую очередь. Вы должны быть мудрыми, терпеливыми, потому что, знаете, молодежь очень хочет, чтобы было вот быстро, легко все и так далее, но, знаете, не всегда это получается, и вы это прекрасно понимаете. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы каждый из вас понимал, что мы не просто
просто так пришли именно в эту семью, в этот род, потому что наша карма схожа именно с кармой рода. И эти уроки нам даны для совершенствования нашей души и саморазвития. Поэтому, если вы что-то начинаете осознавать и понимать, продумайте, сядьте, пропишите свой род, кто чем занимался, какие были взгляды и так далее, и так далее. Старайтесь 2-3 поколения проработать. Возможно, вы не знаете, спросите у бабушек, у соседей, поедьте туда когда-то, где жили ваши прабабушки. Разбирайтесь, почему так происходило. Потому что, когда начинаем разбирать, волосы иногда дыбом становятся, потому что очень много ситуаций, когда вот люди творили чудеса 2-3 поколения назад, а потом узнается, что сейчас поколение, у него есть какие-то моменты, которые не получаются. Например, не получается зачать ребенка, даже пытаются ЭКО сделать, но все равно это безуспешно. То есть вы должны понимать, что здесь очень влияет не только физиология человека, но и именно род, потому что нас и род поддерживает, нас он подпитывает. Возможно, вы не сознаете, но это приходит все, друзья, со временем. Мы надеемся, друзья, что эта информация была для вас полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много важной, ценной, интересной информации. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.